Сколько денег вы готовы выбросить просто потому, что прочитали совет эксперта в интернете? Рад вас видеть, друзья. Сегодня я покажу вам классическую ситуацию, когда автовладельцы, а часто и сами мастера, покупают новый датчик абсолютного давления, отдают за него приличные деньги, а проблема остается. Почему? Потому что они нажимают на педаль газа, смотрят на сканер, видят, как меняется давление во впуске и делают абсолютно дилетантский вывод о его неисправности. Сегодня мы разрушим этот опасный миф, и я покажу, как на самом деле работают физические процессы во впуске, чтобы вы больше никогда не платили за чужую неграмотность. Ко мне регулярно приезжают машины с одной и той же историей. Человек показывает мне диаграмму или значение сканера, сфотографированные на телефон, и говорят: вот посмотри, жму на газ, а давление падает, а не растет, как написано на форумах. Я уже и датчик новый купил, и проводку прозвонил, а давление все равно падает, а машина тупит. Человек потратил деньги, потратил нервы, а причина была вообще в другом. И он просто вытянул деньги, чтобы заменить один исправный датчик на такой же второй исправный датчик. И в комментариях только на моем канале сотни вот таких комментариев. Люди реально массово верят в этот примитивный интернет-шаблон, что нажал на педаль газа, во впуск пошел воздух, и поэтому давление должно повышаться. Но это так не работает, друзья. Не все так примитивно происходит. Давление в опускном коллекторе зависит от нагрузки на мотор, а не просто от того, нажали мы на педаль или нет. Исключительно только от нагрузки. Точка. На сленге в профессиональной среде его даже часто называют не просто датчик абсолютного давления, а именно датчик нагрузки. Датчик абсолютного давления – это просто глаза блока управления. Он не придумывает цифры, он просто фиксирует реальность. А реальность такова, что когда вы нажимаете на педаль газа на холостом ходу, мотору легче раскручиваться, и поэтому на него действует меньшая нагрузка, и давление снижается, а не повышается, как пишут в интернетных шаблонах. А вот при движении на подъем, либо на повышенной передаче, давление во впуске будет очень высоким, практически атмосферным. Но не потому, что вы нажали на педаль или нет, а потому, что на мотор действует большая нагрузка. Вот так это происходит. Мотор работает на холостом ходу, обороты составляют примерно 750 оборотов в минуту, давление в опускном коллекторе 31 килопаскаль. Далее мы открываем дроссельную заслонку, и давление у нас снижается до 23-24 килопаскаль. Обороты больше 2000, дроссельная заслонка открыта, а давление в опускном коллекторе значительно снизилось. До открытия дросселя оно составляло 31 килопаскаль, а после открытия дроссельной заслонки оно снизилось до 24 килопаскаль. А вот дальше еще интереснее. После того, как мы закрываем дроссельную заслонку, абсолютное давление в коллекторе снова возвращается к своим предыдущим значениям, то есть 31 килопаскаль. Затем мы снова открываем дроссельную заслонку и поднимаем обороты выше 3000. И как видим, в этом случае давление снижается еще больше и составляет 22 килопаскаля. То есть чем больше мы открыли дроссельную заслонку, тем больше снизилось давление в опускном коллекторе, то есть увеличилось разрежение. Именно так все происходит на исправной системе. Но если же после открытия дроссельной заслонки давление в опускном коллекторе не снижается, а наоборот повышается, как в этом случае, на холостом ходу оно составляет 36 килопаскаль, а после открытия дроссельной заслонки оно поднялось выше 40. И вот здесь большинство автовладельцев и мастеров совершают большую ошибку. Они считают, что так и должно быть. После открытия дроссельной заслонки должно повыситься давление в опускном коллекторе. Но на самом деле в этом случае необходимо срочно спасать мотор, а не менять исправные датчики или считать, что это нормально. И в такой ситуации срочно бросайте все дела и срочно меняйте. Только не датчик, а каталитический нейтрализатор. По-простому катализатор, чтобы спасти мотор. Потому что такой рост давления при нажатии педали газа означает, что забит выпуск. И чаще всего это именно катализатор. Отработавшим газом просто некуда деваться, и поэтому очень сильно возрастает нагрузка на мотор, что приводит к значительному повышению давления во впускном коллекторе. И чем больше мы будем повышать обороты, тем больше будет расти давление в опускном коллекторе, потому что значительно повышается количество отработавших газов, которым некуда деваться. И что будет дальше в данной ситуации? А я вам расскажу. 9 из 10 автовладельцев и мастеров посчитают это абсолютно нормальным. Ведь чем больше мы открываем дроссельную заслонку, тем, по их мнению, должно больше возрастать и давление.
В итоге с каждым днем мотор будет работать все хуже, динамика автомобиля будет значительно снижаться, автовладелец будет менять один датчик за другим, и в итоге это все закончится капиталкой мотора. И так уж и быть, расскажу еще про один очень важный нюанс. Если по мнению мастера датчик ведет себя реально неправильно и показывает очень высокое давление во впуске, то это не означает, что датчик сломался. Это просто мотор находится в условиях, когда физика процессов изменилась, то есть выросла нагрузка. Это может быть забитый выпуск, проблемы с фазами ГРМ, проблемы с форсунками и тому подобное. Это все влияет на нагрузку на мотор и, соответственно, на давление в выпускном коллекторе. А меняя датчик, вы просто покупаете новые очки для системы, которая пытается вам сказать: проблема, в другом месте, о чем я тебе и говорю, а ты берешь меня и меняешь на абсолютно такой же исправный датчик. Поэтому главное правило: никогда не браковать датчик абсолютного давления только по одному параметру, без проверки других параметров и других систем. И самое главное, системы выпуска и систем фаз газораспределения. Не верьте поверхностным шаблонам из сети. Диагностика – это физика и логика, а не угадайка за ваш счет. Подписывайтесь на канал, здесь мы говорим о реальной диагностике без интернет-штампов.